Февраль 2018 года. Газовое месторождение в отдаленном районе Восточной Сирии. Американские военнослужащие и курдские бойцы, находящиеся там, фиксируют приближение танков и вооруженных солдат. Радиоразведка перехватывает переговоры неопознанной военизированной группы, члены которой говорят на русском. Военные США связываются с российской стороной в Москве, чтобы узнать детали происходящего. Но россияне отнекиваются и сообщают, что понятия не имеют, кто это может быть. Тем временем военизированная группа приближается все ближе и ближе. Отныне конфликт неизбежен. Но что все-таки происходит? Кто эти люди, говорящие на русском и все ближе продвигающиеся к газовому месторождению посреди Сирии? В конце концов, американские военные открыли огонь по россиянам и ликвидировали сотни бойцов. Желая узнать причину конфликта, за расследование взялись целые государства, спецслужбы разных стран и журналисты. И лишь одно название продолжало всплывать снова и снова – группа Вагнера. Причем она упоминалась не только в Сирии, но и во многих других горячих точках по всему миру. Задача России – запутать все так, чтобы оставить своих визави, включая американских военных в горячих точках, в сомнениях о том, что происходит на самом деле. В сентябре 2018 года российский президент Владимир Путин подписал закон, который задним числом признает все военные группировки, напрямую не нанятые командованием РФ, но помогающие в операциях регулярной армии. В сущности, это означает, что любой, кто попытается расследовать деятельность группы Вагнера или любой другой похожей группы, будет осужден за разглашение государственной тайны. Этот метод, безусловно, выгоден Кремлю, но при этом чрезвычайно рискован, ведь может привести к серьезной эскалации в мире, например, к военному столкновению двух сильнейших государств – США и России. В худшем случае подобные путаницы приводят к прямому военному противостоянию между российскими и американскими силами. В той или иной форме наемники существовали на протяжении всей истории войн и принимали активное участие в боевых действиях. В наше время они приняли форму так называемых частных военных компаний. В развитых странах ЧВК – это хорошо организованная бизнес-индустрия, и спрос на них огромен во всем мире. По данным лондонской некоммерческой организации War on Want, общая прибыль рынка частных военных компаний составляет от 100 до 400 миллиардов долларов в год. На протяжении всей своей истории Россия участвовала в большом количестве войн, в локальных и крупных конфликтах, поэтому появление российских ЧВК на рынке было лишь вопросом времени. История зарождения российских ЧВК начинается в 90-х годах прошлого века, когда так называемые российские добровольцы отправились воевать на стороне Сербии в Югославии. Очевидно, что русские не смогли бы приехать с оружием, полным обмундированием и техникой и участвовать в боевых действиях за границей без одобрения российского правительства и силовых структур. Именно по этой схеме Кремль отправлял воевать наемников, связанных с российским спецназом под видом добровольцев в Приднестровье, Нагорный Карабах, а позже в Грузию, Крым, Донбасс на востоке Украины и в Сирию. Доктор Сергей Сушанкин, университетский преподаватель и исследователь фонда Джеймстаун в Вашингтоне, является автором расследования о деятельности российских ЧВК, который лег в основу доклада Генеральной Ассамблеи ООН об усилении влияния частных военных компаний. We can attribute the following functions to the Russian PMCs, and here are three key functions that are performed, that are carried out by Russian PMCs. First of all, it's economic function, which is realized, which is conducted via the concept called power economy. Secondly, it's a geopolitical function,
sort of promotion of Russian national interests abroad, which was underscored by President Vladimir Putin back then, not president, in 2012, and a military strategic function in a form of asymmetric response, which was demonstrated in many ways in Syria and beyond. Однако вскоре наступил момент, когда появилась стойкая необходимость регулировать деятельность ЧВК в России. Ведь это не только бы легализовало участие российских ЧВК на рынке, но и отвела бы взгляды от Кремля, который уже не смог бы законно пользоваться услугами ЧВК за пределами России. Первой попыткой решить проблемы ЧВК стали поправки в российский закон об обороте оружия в 2008 году. Они обязали выдать охранному персоналу огромных газовых компаний по типу «Транснефть», «Лукойл» и «Газпром» служебное оружие для защиты объектов газовой промышленности. Полковник Олег Жданов, военный эксперт и бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. И теперь смотрите, получается, что государство вливает деньги в государственную компанию для ее, там, допустим, развития, да, и уже государственная компания финансирует вот этот департамент, у которого есть частные фирмы, с которыми заключены договора. При этом осуществляется прикрытие вот этих людей под видом охранных структур. Они могут выезжать в любую точку мира, где есть интересы «Газпрома». Даже если едет делегация «Газпрома», допустим, они ее сопровождают в качестве, допустим, охраны. При этом оформляются грузы и документы на вывоз оружия, спецснаряжения и так далее и тому подобное. А прибыв в эту страну, естественно, они могут выполнять, опять же, имея контракт с частной охранной фирмой или имея через нее контракт с государством Россия, они могут выполнять любые задачи, которые им ставит их руководство. В канун нового тысячелетия Россия переживала сложные времена, сразу в экономическом и социальном планах. В период тяжелого упадка, связанного и с переходом в новое тысячелетие, в России началась война в Чеченской Республике. Это требовало огромной части человеческого ресурса и в дальнейшем привело к еще большей дестабилизации в экономике и российском обществе. И только к концу второй чеченской кампании в 2009 году, когда тысячи молодых людей, воевавших добровольцами, остались без работы, в оборонных ведомствах появилась идея организовать и курировать ЧВК. И я вам скажу, что вербовкой вот этих людей в первую очередь занимаются военкоматы. Почему? Потому что у них есть моб-ресурс, они знают, кто где проходил службу, кто в каких подразделениях служил. Эти люди приглашаются, с ними проводятся беседы, они формально заключают контракт вроде как с вооруженными силами Российской Федерации. Но они, в то же время они дают подписку о том, что если в ходе выполнения операции они попадают в плен, ну, если их убивают или калечат, естественно, государство берет какие-то там функции социальные на себя, типа выплаты страховки и так далее. Но если они попадают в плен той стране, где они совершают, то мы вас не знаем, вы никто и звать вас никак. Это, кстати, принцип того же французского легиона. Но, несмотря на попытки регулировать этот инструмент, официально статус ЧВК в России до сих пор не закреплен на законном уровне. Скорее всего, государственный аппарат до сих пор не разработал для ЧВК законные рамки, потому что двойственное положение ЧВК позволяет Кремлю лучше контролировать их деятельность и быстро открещиваться от нежелательных элементов в официальном поле. Наиболее упоминаемой и при этом наиболее таинственной группировкой российских наемников остается ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера, которая по документам никогда не существовала, получила свое название от редко упоминаемого и появляющегося на камерах основателя группировки Дмитрия Уткина. Из-за его навязчивого увлечения историей Третьего рейха и любимым композитором Гитлера он получил позывной «Вагнер». Дмитрий Уткин родился в июне 1970 года и являлся подполковником запаса, российским офицером спецназа ГРУ вплоть до 2013 года. Затем он ушел со службы и возглавил группу российских наемников, воюющих в Сирии, которые проиграли битву боевикам Аль-Каиды.
После поражения отряд наемников поссорился с официальным сирийским командованием, пытаясь выяснить, кто был в этом виноват. Сирийская операция закончилась хаосом, а многих наемников по возвращению на родину арестовала ФСБ, обвинив в проведении незаконных боевых действий за границей. Это то преступление, за которое в России судят наемников, так как они официально вне закона. Но к началу 2014 года многие российские наемники, воевавшие в Сирии, снова стали востребованы. России нужно было безотлагательное военное присутствие в Крыму. Концепция частной, официально незадействованной теневой армии, состоящей из подготовленных бойцов с боевым опытом, стала для России оптимальным вариантом. Из расследований независимых российских журналистов стало известно, что идея неофициальной, безотказной теневой армии поступила от высших чиновников Министерства обороны Российской Федерации. Генерал-майор Виктор Ягун – украинский военный и публичный деятель. Он является экспертом контрразведки и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины с марта 2014 года по июнь 2016 года. Використання цих таких військових підрозділів без прив'язки до Збройних сил і починаючи, тобто навіть ще з часів давніх часів, будемо так казати, ще з часів імперських. І тут з'явилося на полі таких дій, з'явилася американська компанія приватна, яка у всіх була на слуху, Blue Water, тобто вона показала, як можна використовувати людей з досвідом бойових дій в приватних цілях або під прикриттям державних інтересів. І Росія схопилася за цей мотив. Тобто в головному управлінні, це називається Головне управління Генерального штабу, не ГРУ, як ми звикли, було створено певний підрозділ, який почав збирати дані на таких людей. Вони і так в них вже були, але вони просто там були розкидані по різних точках, до різних підрозділів, хто там був на ФСБ замкнутий, хто ще. Але, як правило, ФСБ – це внутрішні проблеми, а тут стояло питання про досвід військових дій и про зовнішнє використання. Пока Дмитрия Уткина считают основателем ЧВК Вагнера, появляются данные, подтверждающие, что он скорее полевой командир, а сама сеть наемников встроена в общую цепь командования под предводительством офицеров ГРУ и прямым контролем Кремля.